Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию вот такого замечательного мальчишки-эльфа. Вся подробная информация по материалам, более детальная, вы посмотреть можно в первой части. Оставила ссылку в описании под видео. Там же мы связали ручки и ножки. Сейчас продолжаем вязать тело и голову. Начинаем вязать туловище. Набираем 15 воздушных петель зеленым цветом. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и 15 воздушная петля. В обратную сторону со второй петли от крючка вяжем 13 столбиков без накида. Провязываем первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, и так все 13. Остается одна петля, в нее мы провязываем 3 столбика. Первый, в эту же петлю второй и в эту же петлю третий. Дальше вяжем по второй стороне цепочки 12 столбиков без накида, сразу же ввязывая хвостик. Первый столбик, 11 и 12. Остается одна петля, в нее провязываем прибавку. Это мы провязали с вами первый ряд туловища. Получилось 30 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Прибавка. Двенадцать столбиков без накида. Первый, 11 и 12. Далее подряд вяжем 3 прибавки. Первая, в следующую петлю вторая и в следующую петлю третья прибавка. Далее вяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, 11 и 12 столбик. Довязываем до конца ряда 2 прибавки. Одну прибавку в первую петлю и вторую во вторую петлю. Закончили второй ряд. Получилось 36 столбиков. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Далее вяжем 12 столбиков без накида. Второй, 11 и 12. Дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавку. Второй раз также 1 столбик, прибавка. И третий раз 1 столбик, прибавка. Вяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, 11 и 12. Дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, в следующую петлю прибавка. И второй раз столбик, в следующую петлю прибавка. Закончили вязать третий ряд. Получилось 42 столбика. В следующем четвертом ряду мы будем ввязывать ножки. Посмотрите, где у вас заканчивается вязание. У меня последний столбик располагается ровно посередине. Если у вас не так, провяжите дополнительные столбики. Получается столбики смещения без прибавок, без убавок. Вы просто вяжете необходимое количество столбиков до вот этой точки середины и переставляете маркер. Вяжем. Провязываем 1 столбик без накида. Берем ножку. Ножки одинаковые, поэтому нет разницы, какую именно брать.
Провязываем следующие 7 столбиков, захватывая петли ножки и петли нашей основы туловища. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Все, вязали первую ножку, вот что получается. Далее провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Берем вторую ножку и также провязываем 7 столбиков. Носочки смотрят на нас. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и 7 столбик. Все, ножки ввязали, а дальше продолжаем вязать ряд. Вяжем 1 столбик без накида, провязываем прибавку, пять столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый и пятый. Снова провязываем прибавку. Дальше 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9. Провязываем прибавку. Пять столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Получилось сейчас в этом ряду 46 столбиков. Вот как он выглядит. В пятом ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка 3 раза. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Второй раз вяжем также первый столбик, второй, третий, четвертый, провязываем прибавку. И третий раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Далее довязываем до конца ряда 31 столбик.
Провязали. В 6-м ряду провязываем 49 столбиков без накида. Провязали. В 7-м ряду вяжем также 49 столбиков, но только за заднюю полупетлю. Переднюю оставляем, после мы сделаем за эту переднюю полупетлю обвязку. Провязали этот ряд за заднюю полупетлю. Следующие ряды 8 и 9 уже вяжем, захватывая полный столбик. 2 ряда по 49 столбиков. Провязали. В 10-м ряду вяжем 26 столбиков. Первый, второй, 25 и 26. Дальше провязываем убавку. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова провязываем убавку. Шесть столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вяжем еще раз убавку. И довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый столбик до конца не довязываем. Оставляем 2 петли на крючке. Берем пряжу коричневого цвета для ремня. Ее можно связать и другим цветом, и желтым, и черным, какой у вас есть. Присоединяем нить коричневого цвета. Зеленую оставляем внутри и ее не обрезаем. Вяжем 11 ряд, 46 столбиков без накида, но только за заднюю полупетлю. Первый, второй, третий и так далее до конца ряда. Провязали 46 столбиков в 11 ряду. Вяжем 12 ряд. Нам нужно провязать 21 столбик без накида убавка 2 раза. Получается, убавка будет располагаться по краям туловища. Третий, 20 и 21 столбик. Провязываем убавку. Точно так же вяжем второй раз. 21 столбик, убавка. В следующем 13 ряду провяжите 44 столбика без накида. Последний столбик 13 ряда мы не довязываем, меняем нить на зеленую. Коричневую нить обрезаем и хвостик ввязываем. Следующий ряд 14 провязываем 44 столбика без накида за заднюю полупетлю. Это мы с вами вывязали поясочек. Он будет выглядеть вот так. Состоит из 3 рядов. В 15 ряду провязываем убавку. 18 столбиков без накида. Первый, второй, 17 и 18 столбик. Снова провязываем убавку. И дальше довязываем до конца ряда 22 столбика без накида. Получится в итоге 42 столбика, и в следующем ряду 16 провяжите 42 столбика без накида.
В 17 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка 6 раз. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Точно так же вяжем до конца ряда. В итоге получится 36 столбиков. И следующие два ряда, 18 и 19, провяжите по 36 столбиков без накида. Вот такая получается у нас фигурка. Теперь оставляем верхнюю часть вязания, переходим к нижней, где мы оставляли полупетли. Нужно обвязать зеленым цветом. Если у вас всего один моток, то можно легко из серединки вытащить вторую нить. Либо с одной стороны, либо со второй. Попробуйте, с какой проще это сделать. Вот, с одной вытащили. И ее присоединяем, вяжем обвязку. Потому что после того, как мы уже вяжем ручки, будет тяжеловато это все обвязывать. Присоединяемся в первую оставленную полупетлю. Так, вот здесь, вот она. Обратите внимание, в какую сторону мы вяжем. Ножки от себя. Присоединились, воздушная петля. И вяжем 49 столбиков без накида. Воздушную петлю считаем как первый столбик. Сейчас провязали второй. Сразу ввязываем хвостик. Третий. Четвертый. Пятый. И так все 49 до конца ряда. Провязали. Во втором ряду мы будем провязывать 4 прибавки. По 2 на каждую боковую сторону. Получается, вяжем 3 столбика без накида. Первый столбик вяжется в воздушную петлю в начале ряда. Провязываем первый столбик. Дальше вяжем второй. Третий и прибавка. Далее вяжем до противоположной стороны 19 столбиков без накида. Первый, второй, 18 и 19 столбик. Провязываем прибавку. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и снова вяжем прибавку. Далее вяжем по передней части 20 столбиков без накида. Первый, второй, 19, 20 столбик и провязываем прибавку в последнюю петлю этого ряда. Получилось сейчас у нас с вами 53 столбика. Следующий третий ряд обвязки провяжите 53 столбика без накида. Довязали третий ряд, вяжем соединительный столбик, воздушная петля, вытягиваем нить, обрезаем и прячем хвостик с помощью иглы. Все, нижняя часть туловища у нас готова. Возвращаемся к верхней части и продолжаем вязание. Еще можно сразу же вышить ремешок. Я думаю, сейчас это сделать будет гораздо удобнее, чем после того, как игрушка уже будет довязана и набита. Ремешок выглядит вот так. Просто 4 стежка на расстоянии примерно 5 столбиков. Здесь наша задача найти середину и сделать это ровненько. Так. Пять. Если не получается ровно 5, я думаю, можно и 6 сделать столбиков для большей симметричности. Раз, два, три. Нет, я сделаю 5. В общем, вот такими простыми движениями. Так, и остается еще одна сторона.
так просто и быстро. Все, теперь изнутри завязываем узелочки и оставляем это все внутри игрушки. Вот что получилось. Цвет можно использовать любой. Желтый, горчичный, красный. Ну, наверное, более классический это желтенький. Но мне захотелось в этот раз сделать вот такой цвет. Возвращаемся к вязанию туловища и вяжем 20 ряд. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше вяжем убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида, убавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Это мы сделали один раз. Еще 4 раза вяжем также 4 столбика, убавка. И теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика без накида. Провязали, получилось 30 столбиков. Следующие 4 ряда с 21 по 24 провяжите по 30 столбиков без накида. И постепенно уже можно добавлять наполнитель в нижнюю часть туловища. Провязали. Тело эльфа я наполняю очень хорошо. Он у меня прям такой толстенький. И особенно, когда набиваете нижнюю часть, после переходя на верхнюю, не забывайте наполнять вот эти бока. А то получится, что здесь он у вас пухленький, а здесь резко становится худеньким. И это потом не очень симпатично смотрится. В отличие от того, если наполнить прям вот эти боковые части, тоже хорошо. Вяжем следующий ряд. Это идет 25, и здесь мы будем ввязывать ручки. Получается, на ручку идет 6 столбиков, 9 столбиков идет между ручкой, 6 на вторую и 9 по спинке. Петли смещаются у нас у всех по-разному, поэтому сейчас я в 4 ряду убираю 2 петли. Они у меня, скажем так, лишние. Эти 2 петли я буду ввязывать вместе с ручкой и переношу начало ряда немножко назад на 2 петли, получается. Вот так. Если у вас смещение сильнее, чем у меня, то вам, может быть, наоборот, нужно будет довязать пару столбиков, чтобы ручки ввязались ровно. Берем одну ручку, прикладываем ее так, чтобы пальчик смотрел вперед. И провязываем 6 столбиков без накида, захватывая петли ручки и туловища. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, и 6. Дальше вяжем 9 столбиков по передней части туловища. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это как раз центральный столбик, и по нему очень легко находить серединку, чтобы убедиться, что ручки ввязаны правильно. 6, 7, 8 и 9 столбик. Берем вторую ручку, ввязываем также. Пальчик смотрит вперед. Провязываем 6 столбиков вместе с петлями ручки и туловища. Четвертый, пятый, и
и 6. Далее довязываем 9 столбиков по спинке. Следующий ряд 26. Провязываем 3 столбика без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и убавка. Также вяжем до конца ряда, в итоге получится 24 столбика. Провязали, добавляем еще наполнитель. Следующий ряд, 27, провязываем 2 столбика без накида, убавка 6 раз. Вяжем первый столбик, второй и провязываем убавку. Точно так же вяжем до конца ряда. 2 столбика без накида, убавка. В итоге у нас получится 18 столбиков. И вот такая фигурка. Последнюю петлю мы оставляем недовязанной. Зеленую нить обрезаем. Присоединяем бежевую. Теперь хвостики сразу же будем ввязывать. Следующий ряд мы уже будем считать как первый ряд головы. Провязываем подряд 18 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика. В итоге получится 36 столбиков. Во втором ряду головы провязываем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 42 столбика. В третьем ряду провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и вяжем прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем прибавку. Это мы с вами провязали 1 раз, еще 5 раз вяжем точно так же 6 столбиков прибавка. Теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Получилось сейчас 48 столбиков. Следующий ряд, четвертый, провязываем 7 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем прибавку. Также повторяем до конца ряда, в итоге получится 54 столбика. В пятом ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый, вяжем прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и прибавка. 1 раз вот мы с вами провязали вместе, еще 4 раза вяжем также 8 столбиков прибавка.
Провязали и теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось в этом ряду 60 столбиков. Следующие 6 рядов с 6 по 11 провяжите по 60 столбиков без накида. Провязали 6 рядов. Следующий ряд 12. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. В следующую петлю провязываем убавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида, убавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик и провязываем убавку. Один раз провязали сейчас вместе, еще 4 раза вяжем точно так же. Провязали, теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Второй, третий и четвертый. Следующие 4 ряда 13, 14, 15 и 16 провяжите по 54 столбика без накида. На данный момент у нас голова выглядит вот так. Она большая, не должна быть маленькая. Все, вяжем еще 4 ряда, потом будем устанавливать глазки и уже закрывать макушку. Провязали все нужные ряды, теперь устанавливаем глазки. Я их располагаю между 11 и 12 рядом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Расстояние считаю. Получается, давайте по нижнему ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Находим ровно середину. Тут уж придется немножко постараться. Бывает это не с первого раза, поэтому сначала вставили глазки, не защелкивайте, проверьте расположение, только потом уже можно их закрывать. Глазки установили. Дальше очень хорошо и плотно наполняем шею. Обязательно плотно, иначе голова будет болтаться. Потому что если оставить, например, одну голову еще более-менее, а как только вы свяжете колпак, пришьете это все на голову, она станет очень тяжелой. Даже при желании можно вставить сначала плотно очень это все наполнить и вставить ватные палочки. Штук 5 пластиковые, которые не деревянные, могут разломаться просто посередке, а пластиковые. Но это уже на ваше усмотрение. Я добавила, потому что не хочу, чтобы голова заваливалась. Вяжем следующие ряды уже на убавление. Провязываем 17 ряд. 7 столбиков без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше провязываем убавку. Повторяем точно так же до конца ряда. В итоге получится 48 столбиков. В 18 ряду провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и вяжем убавку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида, убавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем убавку. Один раз провязали сейчас вместе с вами, еще 4 раза вяжем также 6 столбиков, убавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика. Первый, второй, третий. В 19 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка 6 раз.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 36 столбиков. Провязали этот ряд, постепенно добавляем наполнитель понемногу после каждого ряда. Вяжем следующий, 20. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше вяжем убавку. И дальше провязываем 4 столбика без накида, убавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Это мы провязали один раз, еще 4 раза вяжем точно так же. 4 столбика убавка. Провязали и теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Первый, в следующую петлю второй. Получилось сейчас 30 столбиков. В 21 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка 6 раз. Провязываем первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда, в итоге получится 24 столбика. Добавляем наполнитель, полностью хорошо формируя голову, чтобы не оставалось никаких впадин и пустых мест. Вяжем следующий ряд. 22 провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем убавку. Далее провязываем 2 столбика без накида, убавка 5 раз. Первый, второй и вяжем убавку. Повторяем также 2 столбика убавка, всего 5 раз. И теперь довязываем до конца ряда 1 столбик без накида. Получилось 18 столбиков. Вяжем следующий ряд. 23. 1 столбик без накида, убавка 6 раз. Вяжем столбик, в следующую петлю убавка. И так повторяем до конца ряда. В итоге останется 12 столбиков. Добавляем наполнитель в макушку и теперь довязываем заключительный ряд. Это получается 24. Мы провязываем подряд 6 убавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая убавка. Теперь провязываем в первую петлю соединительный столбик. Воздушная петля. Теперь нить вытягиваем, отрезаем, оставляя довольно длинный хвостик, потому что будем сейчас стягивать оставшееся отверстие. Берем большую иглу и начинаем вытягивать. Вводим иглу за переднюю полупетлю, сразу же подтягиваем нить. Также делаем за вторую и сразу же подтягиваем. Третью. Четвертую. Пятую. И шестую. Можно еще вот эту захватить.
Все, подтянули хорошенько. Вводим иглу в центр. И выводим в сторону. Так как у нас сверху будет шапка пришитая, поэтому я свободно сейчас делаю здесь сзади вот такой узел. Для того, чтобы эту нить закрепить. Узелок сделали, и теперь вводим иглу вовнутрь головы, проводим через наполнитель нить и обрезаем. Вот что у нас получилось. Вот такой получился эльф. В этой части мы связали ему туловище и голову. В следующей займемся оформлением лица, пришьем ушки, колпак, волосы, свяжем воротничок. В общем, в третьей части уже полностью доделаем нашу игрушку.